Всем привет! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как я обрабатываю свои белые трубочки. Вот у меня подготовленные белые трубочки. Окрашены они софорой береза, экоморилкой. Цвет такой очень достаточно интересный, но немного отдает все-таки желтизной. Мне для работы нужно эту желтизну немного поубрать. Поэтому я решила обработать ее дюфой, но белой. Это вот такая белая дюфа. Вот значок, что она белая. Для того, чтобы нам подготовить мои трубочки, понадобится дюфа, которую я вам показала, кисть, мерная ложка, обычная вода и емкость, куда я разведу дюфу. Так, разводим дюфу. Дюфу перед этим я очень хорошо взболтала. Она очень хорошей густой консистенции. Мне она очень-очень нравится. Я обрабатываю дюфой. Сейчас покажу. Дюфой и прозрачной. И вот для белых трубочек иногда беру цветную. Декоративная пропитка для защиты древесины. Дальше что я делаю? Беру мерную ложку и кладу в свой стаканчик. Ну, давайте положим. У меня трубочек достаточно. Я думаю, что 8 штучек. Многие мастерицы разводят дюфу 1 к 1. Мне это, честно вам скажу, не всегда устраивает. Не знаю почему, может от того, что дюфа бывает разных. Попадаются мне, да, банки в зависимости от какой даты расфасовки. Не знаю. Я смотрю всегда по консистенции. Вот я положила 8 ложек. Я сейчас добавлю сначала 2. Да, и размешаю. 2 ложки воды. Воду я добавляю тепленькую, чтобы дюфа быстрее растворилась. Но это не обязательно, просто с холодной реакция будет подольше, то есть как бы, да. Ну вот она еще такая достаточно густая. Да, мы положили 2, 3, 4. То есть получается мы развели с вами 8 ложек дюфа, 4 воды. И вот эта консистенция, то есть я не развожу ее 1 к 1, да. Мне уже в принципе вот это вот такое, да, молочко меня уже в принципе устраивает. Ну, можно еще одну. Все это тщательно перемешиваю. Посмотрим. 5. Ну, вот это, наверное, будет последняя. 6. Мой раствор немного насытился кислородом. Да, уже вот мне он уже достаточно нравится по консистенции. И я им буду обрабатывать. Как я это делаю непосредственно? Сейчас я вам покажу. Я беру небольшой пучок трубочек.
Примерно 20-30 штучек. 30, наверное, вот в этом пучке. Окунаю кисточку в раствор и прямо жирно обрабатываю все свои трубочки. Прям не жалею раствор. Прям вот очень жидко, как будто я их искупала. Да? Чтобы они такие прям влажные все были. Переберу чуть-чуть в ручках. Ну, посмотрим, чтобы они все были у нас обработаны. Обрабатываю я их и с кончиками, и с верхом, да, независимо. То есть я прямо от верха до самого низа провожу кистью. Дальше я их помещаю в резервуар. Стараюсь наблюдать за тем, чтобы они у меня были разъединены. Дальше отставляю в сторону, беру следующий пучок. Следующий пучок обрабатываю. Также, да, жирно беру. И прям вот с самого верха прям я их иду в обработку. Покрутила. И опять поместила в резервуар. Смотрите, я их делаю с одной стороны, кладу, да, ставлю, и с другой стороны. Так, чтобы мне понимать, какая из них кучка, какая первая, там вторая. Я когда обработаю следующую партию, я возьму первую кучку, опять их пошевелю, поставлю обратно. Дальше обработаю еще четвертую кучку. Кучку положу в другой резервуар. Опять возьму первую и возьму уже вторую кучку. И переберу их в ручках, чтобы они не склеились. Когда у меня все трубочки будут полностью обработаны и готовы уже непосредственно к упаковке в полиэтилен, я вам обязательно их покажу. Ну вот, дорогие друзья, обработанные мои трубочки дюфой перестали липнуть к моим рукам. Я их уже обработала. Посмотрите, какой красивый насыщенный цвет стал. Вообще класс. Бомба. Бомба. И они вот, посмотрите, мяконькие. Мяконькие вообще. Они еще сейчас полежат у меня в холодильнике. Я их сейчас заверну все с кончиками. Они у меня полежат в холодильнике еще ночку. Попитаются, поедят друг друга, бумажка наша. И будут вообще классные. Вот. Я их заворачиваю в полиэтилен вот так. Ну, прямо вот так вот беру. Я их сейчас положу на ночь. Утром достану и все хвостики повытаскиваю. А сейчас я не смотрю с хвостиками, не с хвостиками. Я прям вот... И можно положить в морозилку на ночь. У меня, к сожалению, старый холодильник еще. Поэтому я кладу под морозилку на ночь, на полку. А утром завтра достану и уже вытащу им хвостики. Еще раз замотаю и оставлю еще там часа на 1,5-2. После этого уже будут шикарные трубочки, которыми можно будет уже работать. На этом все. Надеюсь, мое видео вам было полезно и понравилось. Всего доброго!